Приветствую всех. Следующий костер, который хочу я вам показать, называется в моем знании поморская скатка. Как-то один камрад меня спросил в интернете, знаю ли я, как ставится венкийский костер. Я честно ответил: дружище, понятия не имею, надо спросить у ивенков, там специалисты охотников дофига, вот они наверняка тебе знают, они тебе подскажут. А я не знаю венкийских костров. И что-то полез в интернет, тут думаю, дай гляну, что такое венкийский костер. Смотрю, странное дело получается. Венкийский костер, по сути, это облегченная версия, такая лайт-версия нашей северной вот этой поморской скатки. Ну, нифига себе, прикольная штука. И вот сейчас я вам покажу, как венкийский костер, а по-нашему поморская скатка, собственно, чем они отличаются и чем они очень похожи. То есть, по сути, костры это одно и то же. Принцип работы этих костров абсолютно одинаковый. Разница лишь в том, что венкийский костер, ну, мне так кажется, мне так показалось, мне так видится, предназначен для одного, максимум двух человек. Он узкий. Он собирается в такую маленькую пучок. И перед ним сидят, греются там всего два человека, например. Поморская же скатка, она широкая. Она потому и скатка называется, что у нее как бы вот эти вот лежни, которые горят, которые образуют навес, крышу, скатаны на большую площадь. Как скат крыши. То есть этот костер где-то называется крышей, где-то его называют просто вот скаткой. И перед ним может греться, от него может греться там 4, 5, 6 человек. То есть тут уже не суть. Суть в том, сколько длину вы поставите на валежину вот эту вот скатку из тонкомера. Вот она, собственно говоря, поморская скатка. В поморской скатке берется валежина или бревно, или что-то такое, в общем, подкладка. Такая тоже лучше, чтобы это был сухостой, конечно, потому что он будет гореть у нас, и он будет нас экранировать. В скатке вот эти вот бревнышки, они могут быть любой длины. Поморская скатка ставится точно так же руками, то есть для нее не нужно ничего. Ломается тонкомерный сушняк руками, и вот эти вот лежни можно поставить на любую длину. Хоть 5, хоть 10 метров, хоть на всю длину вашего сушина. Можно, конечно, их там поломать, попилить, не суть. Но суть в том, что костер ставится голыми руками. И вот эти бревнышки соединяются плотно, параллельно, как будто бы скатываются. Тем самым можно совершенно спокойно добиться того, что вот этот костер из-за длинной подложки можно туда продолжить в таком режиме еще, сколь угодно долго. Поняли, да? Вот. Венкийский же костер, это костер одного-двух там человек. Он собирается в пучок. Вот так вот. Ну, мне так показалось, по крайней мере, что вот именно вот такой режим, это венкийский костер. Вот так. То есть вот здесь горит костер, сидят там 2, ну максимум 3 человека, и вот от этого экрана греются. Запускать не важно, что венкийский или скатку, мне все равно. Они работают абсолютно одинаково. Вот. Собираем ее в скатку, в короткую, и сейчас будем его зажигать и запускать. Для запуска костра нам необходимо, опять же, вот эта вот сухая мелочь, веточки, которую в тайге навалом. Одна поломанная тоненькая сухая елочка, чьи веточки, вот они, и немножко лопушков бересты. Уложили туда внутрь бересту, самый вот туда вниз. Сверху положили веточки тоненькие, палочки. И вот с самого верха третьим слоем уже положили будущую угольную базу. Костер загорается очень быстро. Костер очень теплый, потому что вот этот навес в итоге, когда он разгорится полноценно, будет держать температуру внутри, как козырек, как крыша. Бревно, естественно, будет вот так вот мощно тлеть и гореть тоже. И это будет гореть. И вот сюда на человека или на человек сидящих будет очень сильный, мощный экранирующий эффект вот этого места. На скатке вот такая укладка делается длинная. То есть поломали сушины, с них же ветки, все это вниз сюда. То есть всего будет у вас хватать. И растопки, и самих дров, и экранирующего эффекта. То есть сколько длина бревна, столько можно сверху ставить эту скатку.
Вот так. Сейчас, значит, запускаем костерок. Все, ждем. По крайней мере, пусть ребята ивенки меня простят или поправят, если я в чем-то не прав. Но вот в данный момент я вам показываю именно поморскую скатку. То есть мне так кажется, что отличие только вот в его ширине костра. Что поморскую скатку можно разогнать на любое расстояние, какое вам надо, по ширине уложить вот этот скат. А венкийский костер, он вот собран вот такой вилочкой и достаточно компактный, на одного, там, на двух, ну вот, ну сколько? Ну 3 человека здесь вот могут сесть. 1, 2, 3, все, больше здесь сесть не могут. А в поморской скатке может сесть много, сколько надо, столько и будет. Вот вспыхивает наша затравочка. Все прекрасно загорается. В тайге вообще такое понятие, как отсутствие дров или затравки, просто отсутствует. Здесь ее навалом. Куда ни ступи, везде сушняк, куда ни ступи, везде есть сухие елки, мелкие веточки. Ну и всего этого навалом просто. Всегда и везде, и в любую погоду можно запустить спокойно костер. Ну вот, наша скатка разгорелась в полную силу, все нормально. Жар стоит мощнейший, потому что крыша, огонь, угли и экран. Все, что там вот происходит, в большей степени выдает вот сюда вот на человека. Именно из-за этого это очень жаркий костер. Маленькая тонкость. Укладывая в эту скатку, скатывая бревнышки вот эти вот, чурбачки маленькие, ну длинные, маленькие, неважно. Обязательно между ними нужно оставлять пространство как минимум около 1 сантиметра, чтобы через них была тяга огня и воздуха. Если вы очень плотно их сожмете, у вас вот этот вот верх крыша не будет гореть. Соответственно, она будет, конечно, гореть, но очень медленно и плохо. Блин, жарко. Соответственно, медленно и плохо. Она будет дольше обгорать, и дольше вот эти вот концы будут падать вниз. У вас внутри будет быстрее выгорать все, а концы еще будут висеть. То есть нужно огню, вот эта сбалансированность такая. Горит внутри, концы падают, они же являются углями на дальше. А вся скатка потом сюда вперед поправляется. И обязательно оставляются вот небольшие пространства между бревнышками. В венкийском костре они сложены вот так вот веером. Там уже сами видели сами по себе, вот от конца ближе к дереву, вот такие клиновые щели. Это и есть тяга. В скатке тяга параллельная у бревнышек. В венкийском костре тяга угловая, вот такая вот. Но она там все равно есть. Если их очень плотно сбить, будет очень плохо. Точнее, будет хуже. Вы не получите полный эффект вот от этого костра или от этих костров. Да простят меня ребята из венки, если что не так. Но вот, видимо, вот так ставится венкийский костер. Индивидуального пользования. Ну, максимум на 3 человек. То есть они собраны, здесь они собраны плотненько, а туда распускаются веером. Но суть костра от этого не меняется абсолютно. Вот как-то так. Оба костра великолепные. Тут и спорить нечего, и говорить нечего, и сравнивать их не имеет смысла, потому что суть у них абсолютно одна и та же. У них просто разные возможности. Венкийский костер больше индивидуальный костер. Поморская скатка — это скатка на группу. И даже на большую группу, потому что скатку можно сделать на любое расстояние, какое вам надо. Поджечь хоть 2, хоть 3, хоть даже 5 метров в длину. Вот в сторону ее просто складываете, одновременно поджигаете и все. И большая группа может разом греться от этого костра. А с этой стороны подвесить котелки на целую группу над огнем, вот прямо над бревном. Соответственно, здесь все будет готовиться. То есть костер и готовит, и греет. И, в принципе, даже можно оставить место где-то сбоку под сушку одежды. Вот так вот. Вот теперь пришло время рассказать про тонкости костра поморская скатка, либо и венкийского. Я уже сказал, принципы у них одинаковые. У многих людей совершенно не получится этот костер. Почему? Потому что костер является профессиональным. То есть это не туристический костер, это профессиональный охотничий костер, который ставится именно в тайге. Как любое профессиональное
любая профессиональная методика, он имеет свои тонкости и хитрости. Вот сейчас я вам про эти хитрости именно и расскажу. У людей эти костры через час-полтора полностью тухнут. Почему? Потому что они читают информацию как в интернете, которая либо неполная, либо вообще наполовину является враньем. Поставив этот костер абы как, что у вас будет? Вот эта вот нижняя затравка, сейчас возьму палку, вот эта вот нижняя затравка, если она не сбалансирована по объему выгорания с перегоранием вот этих вот шестов, у вас костер просто потухнет. То есть, запуская изначально костер, мы должны вот сюда, потом еще в процессе пережигания первой частью, первого свеса, немножко подложить дровишек. Потому что сразу мы туда такой объем дров, в принципе, можно напихать, но не нужно, костер будет очень сильный. Он, опять же, если будет сильный костер гореть, что произойдет? Вот эти вот свесы сгорят целиком, а нам этого ни в коем случае не надо. Нам нужно, чтобы вот этот свес перегорел вот здесь, именно перегорел. Он перегорит, упадет вниз, каждая из них в итоге. Но при этом вот каждая эта свесина, вот этот кусочек, будет иметь в себе еще очень много полноценной древесины, которая, падая вниз, будет продолжать здесь внизу гореть и пережигать вместе вот с этим поленом следующую часть. Следующую часть мы выдвигаем ровно настолько, чтобы именно она не горела вся, начиная вот с этих пяток, а чтобы именно перегорала. Чтобы опять через час-полтора свес наш упал вниз, имел в себе еще очень много древесины, а не голый уголь, которая будет гореть дальше, пережигая нам следующую часть. То есть принцип работы костра именно в пережигании вот этих вот шестов, падении вниз вот сюда вот мощных углей, которые внутри еще имеют огромную массу, ну, не сгоревшего дерева. Вот только тогда у вас такой костер будет работать. Если вы... Блин, как жарко-то. Если вы эти шесты вот такими маленькими кусочками оставите, думая, ага, тем самым я растяну костер на подольше, нифига у вас не получится. Он у вас просто не будет гореть. У вас эти концы обуглятся, а вниз у вас ничего в этом случае не упадет. А если вниз ничего не упадет, то при следующем выдвиге сюда этих шестов у вас нечему внизу будет поддерживать горение дальнейшее вот этих вот шестов. Поняли тонкость? Вот эта тонкость именно относится к профессиональным кострам, венкийский и поморская скатка. Еще раз говорю, надо пережечь вот тут вот эти части. Они примерно вот такой длины, около 30-35 сантиметров. Может даже 40 сделать, не проблема. Эти части падают вниз, пережженные. После чего вы сюда вот их поправляете немножко, выдвигаете дальше шесты и пережигаете вот эти вот шесты, а не полностью их, начиная с торцов, сжигаете. Глобальная ошибка вот эта вот, которая повлечет за собой просто остановку костра. Итак, прошло 1,5 часа, пережиг головней произошел, вот они туда упали. Естественно, я выдвинул сейчас вперед весь этот настил, чтобы он дальше перегорал вот в этом месте. Вот так вот. И где-то еще вот этот процесс перегорания будет длиться около 1,5 часов. То есть, грубо говоря, метр поморской скатки сгорает где-то за 3 часа. С последующим, естественно, передвижением. Еще раз повторяю, напоминаю, тонкость этого костра, по крайней мере поморской скатки, за венкийский не отвечаю, но если это так, значит и в венкийском такое же присутствует. Задача пережечь головни, чтобы вниз упала, вот эти головни упали, чтобы в них осталось еще очень много внутри полноценных древесины для горения. Эти остатки подгребаются вниз и пережигают следующую партию, следующий свес. Если этих остатков не будет, то костер у вас перестанет работать. Он не будет пережигать сам себе дрова. То есть костер профессиональный, еще раз говорю, нужно научиться находить баланс между огнем и оставлять дерево для дальнейшего горения костра, который вот будете вниз потом подгребать. В тот момент, когда вот эти вот свесы у вас перегорят.
Костер очень теплый, очень жаркий. Температура в 1,5 метрах вот из-за этого экрана, который там создается и выдает мощную струю от тепла в сторону. На 1,5 метрах больше 20, где-то 25 градусов. То есть очень жаркий, очень теплый костер. Вот. Думаю, венкийский костер не хуже, не слабее. Потому что принцип работы у него тот же самый, эффект тот же самый. В общем, в принципе, я все тонкости сказал по скатке именно. Ничего. Но тренироваться надо, ребята. Опять же, косяков будет много, пока вы не найдете баланс между углями, огнем, длиной, временем, чтобы у вас процесс шел без остановки. Иначе у вас так... Надо тренироваться. Любые профессиональные костры требуют тренировок. Просто так они не ставятся. У большинства, поставив просто так, они просто потухнут, и потом будете кричать: вот костер говно. Знаете такую поговорку? Вы не любите кошек, вы их просто готовить не умеете. Вот здесь то же самое. Не нравится костер, вы просто не умеете его ставить. Это профессиональные костры, испытанные веками. И они прекрасны. Каждый в своем роде. Каждый в своем виде, каждый в свое время. Не знаю, будет видно или не будет видно из-за дыма. Вот прямо вот на этом срезе, где бревно стоит, вот бревно, там очень массивный жар, там раскаленная вот эта стена огня. Он как нож их так вот перерезает, пережигает в этом месте. Это сложно увидеть сейчас. О, видите, как происходит? Как резак их срезает. Именно по дереву. И в итоге они падают сюда вот вниз, вперед. Да, еще, если вдруг огонь начинает сюда распространяться из-за слишком большого жара, можно сделать вот так вот. Немножко взять это место и притушить. Но ни в коем случае не вот здесь вот, за деревом, за бревном. В итоге мы немножко тормозим огонь. Вот так вот, вот. Но при этом оставляем полноценный вот тут вот нож. Огненный нож. Который нам и отрежет эти головни. Бревно прогорает. Ребро это остается. И вот по этому ребру, чуть впереди, будет именно вот отжиг вот этих вот головней, которые нам и нужны. Они падают вниз. Продолжают внизу гореть, создавая вот эта же стена, этот резак. Температура у костра огромная, вот туда вперед выходит. Все продолжает работать. Вот так работает поморская скатка. Подводя итог, вот так работает поморская скатка. Вот, скорее всего, еще раз повторюсь, по такому же принципу работает и венкийский костер. Если что-то не так, какие-то есть отклонения, там различия, пожалуйста, в комментариях напишите эти отклонения, различия. Вот, но только если вы точно знаете эти отклонения, эти различия. Всякую дурь писать не надо. Поморская скатка, костер профессиональный. Вот, у него есть свои особенности. Еще раз их напомню. Обязательно необходимо сочетать время перегорания вот этих вот концов, для того, чтобы в них оставалось еще достаточно древесины не сгоревшей, для того, чтобы потом, когда они упадут вниз, подгрести их туда подальше, надвинуть заново настил, вот чтобы этой древесины вместе вот с бревном по ребру хватило для того, чтобы отжечь следующую партию, которая потом дальше упадет, и будет этот процесс продолжиться до тех пор, пока у вас хватит, собственно говоря, самих вот этих вот шестов. Вот это вот тонкость, которая, если это не сделать, у вас костер потухнет после первого же облома. Вы надвинете заново шесты, а углей внизу нету, они сгоревшие. Все. Гореть-то что будет? Сам по себе этот настил гореть не будет. Он притухнет, в итоге у вас костер просто потухнет. Надо добиться того, чтобы у вас был вот этот резак, который будет перерезать вам эти головни. Вот, собственно, и все. Костер хороший, костер очень теплый. За счет вот этого экранного эффекта линзы, там мощная база, очень жаркий костер, выдает струю
тепла на 1,5 метра. Температура зашкаливает за 20 градусов. То есть мощный, хороший, теплый костер. Вот. Отличие от эвенкийского, скорее всего, только одно. Это что эвенкийский костер больше индивидуальный, а поморская скатка может делаться длинная. Вот в таком режиме длинная, то есть от нее может греться много человек. И одновременно сверху можно поставить, повесить много котелков, собственно, и готовить на всех еду, и сразу же чай делать, заваривать, то есть все, что вам необходимо. В общем, всем удачи, всем хороших походов. Учитесь делать костры, особенно профессиональные, потому что профессиональные костры всегда работают с какими-то хитростями. Изъяв из профессионального костра какую-то вот веками отработанную технологию или какой-то кусочек там методики, часть методики, у вас костер либо вообще не будет работать, либо он будет работать не в полную силу. Вы не получите тот эффект, который вы ожидаете. Вот так. В общем, всем пока.